Ничего себе завтрак. Я бы сказал, это уже полноценный обед. Смотрите, какие якоря. Немаля величие, могущество Петра. Распаковочка. Кронштадтская шаверма. Какие красоты. Золото-бриллианты. Вот, смотрите, уже вид снизу. Необычно и красиво, конечно. Ну что, доброе утро из Питера. Поспали, выспались. Правда, вчера пришли где-то часа в 2:30 ночи. Заценим, какие у нас виды из окна утрешние. Строечка. Ну, здесь уже вот хорошо все видно. Стройка, с видом на стройку. Красота. В общем, сейчас идем завтракать. В 9 часов у нас входит в стоимость тура, так сказать, завтрак. А после завтрака у нас по планам Петергоф и Кронштадт. В общем, вышли из гостиницы. По планам должен был быть завтрак на 2-м этаже. Но сказали, будет в кафешке. Вход с улицы на 1-м этаже. Такая кафешка. Донер, фалафель. Ну и должен у нас здесь комплексный завтрак быть. Ничего себе завтрак. Я бы сказал, это уже полноценный обед. Для завтрака это, по-моему, слишком даже круто. Салатик с сыром, с овощами. Картошечка. Пюрешечка с отбивными. И вот такие булочки. Слушайте, вообще огонь для завтрака. Ну, с салатиком все понятно. Так, но это не отбивная, это типа как мясо по-французски. Курочка запеченная с грибы, помидор и сыр или что там? Сыр. Блин, ну классно. Довольно сытно. Ну что, дочуня, как тебе завтрак? Сытный? Надо еще впихнуть вот эти вот круассанчики. Ну реально все переели. Ну нам в дальнюю дорогу еще. На целый день заряд энергии надо. Финальный аккорд. Чаек с булочкой. Булочка вообще огонь, мягенькая, свеженькая, домашняя. Я даже не знал, что Финский залив настолько большой. Я думаю, да, желающие порыбачить, вы знаете, куда вам можно отправиться. Офигеть. Вот рыбачкам местным повезло. Рыбка здесь должна быть знатная. Вдалеке даже остров какой-то виднеется. Классно. Панорама, конечно, огонь. Те острова, вот на каждом острове развалин фортов и укреплений. При Петре Первом появилось 3 форта. На месте батареи Толбухина на острове появился форт Шанс. Отсюда уже можно видеть вот там, где 2 такие трубы, и чуть левее форт Цитадель, он же форт Петр Первый и форт Кроншлот. На сегодняшний день 21 форт в итоге существует в Финском заливе. Вот на каждом отдельном искусственном острове были созданы форты и укрепления. Местный форт Боярд, он же форт Александр Первый, он же Черный форт, он же Чумной форт. Столько у него много названий. Тем временем мы через минуту с вами на дно Финского залива опустимся. Потому что впереди у нас примерно 1,5-километровый подземный туннель. Снова такая минутка эстетической тишины. Привезли нас в Кронштадт. Вон виднеется маяк. В общем, у нас уже пошла экскурсия. Это место называется Итальянская гавань. Сюда заходили корабли и разгружались, которые привозили продовольствие. Это кран 19 века, который снимал мачты с кораблей, разбирал их. И по левую сторону, смотрите, целый ряд пушек. Причем пушки настоящие. Мостик деревянный, по нему даже ездит транспорт. Смотрите. Я думал, он больше бутафорский, декоративный. Вон автобусы спокойненько по деревянным доскам передвигаются. О, вот это док. Этот док не рабочий, его собираются реставрировать. Но вот этот мост, кстати, действующий. Он откатной. Получается, вот этот мост, он вот так вот поворачивается. Вот если отсюда видно колеса и рельсы. Вот он в сторону открывался, как ворота, пропускал корабли и закрывался на место. Второй тоже здесь одна шпага не оригинальная. Более того,
Вот вам вопрос про пушки, который я вам хотел сказать. Как отличить нашу отечественную пушку от трофейной пушки? Подсказка у вас перед глазами есть. Да, совершенно верно. Абсолютно верно. Трофейные пушки закапывают дулами вниз. И вот оградка была как раз из таких трофейных шведских орудий сделана. Очередной памятник Петру Первому. Идеально богатырски сложен. На самом деле, как сказал экскурсовод, несоответствие, потому что у Петра Первого голова была маленькая, тело было действительно богатырское, ножки длинные, тонкие, и размер обуви, условно говоря, там 37 размер. Сам он ростом около 2 метров был. В общем, ну такой странноватый такой. Но художники всегда немножко приукрашали, и вообще все события приукрашались, чтобы показать значимость. Петр Первый сам, по сути, создавал эти мифы и легенды. Ну, к примеру, завоевывался какой-нибудь шведский маленький кораблик, и его уже рисовали, малевали, как будто он там гигантский такой, чтобы показать, что вот настолько огромное судно смогли взять, ну и так далее. В общем, все немножечко, а то и множечко масштабировалось, чтобы создать монументальность, что ли, всего события. Это не мои догадки, это все рассказывал экскурсовод. Я, конечно, так красиво не расскажу, но в любом случае, когда он рассказывает, это очень долго, муторно, и мне не хватит ни заряда батареи, ни памяти на карте, поэтому я так уже дробно выдаю информацию. В общем, из всей информации полученной, понятно, что Петр Первый пиарщик был тот еще. Он все любил возносить, преувеличивать. Мы попадаем на набережную, нам дали 20 минут погулять. Смотрите, какие огромные корабли, яхты. Честно говоря, с экрана я их видел, но они все кажутся, ну, обычными, скажем так. Но когда это все видишь живьем, ну, это действительно впечатляет. Вот здесь уже ничего не приукрашено, здесь просто очень круто выглядит все. Соответственно, легенды не просто так эти придумывались, это чтобы простые люди, не умевшие там условно читать, писать, как бы понимали о величии, могущества Петра и России в частности. Оцените масштабы, насколько это круто и красиво. Панорама просто шикарная. И вот виднеется памятник Петру. Как говорили, каждый памятник делал художник, который пытался возвеличить, улучшить и так далее. Ну, как сказал экскурсовод, сделать своеобразный фотошоп, улучшить фигуру Петра. Кстати, чуть не пропустил, смотрите, какие якоря. Их можно живьем потрогать, пощупать. Ну, это настоящие якоря, это не бутафория. Ну, по сути, здесь все настоящее. На набережной сувенирная продукция. Есть даже детские девичьи платьички такие прикольные. И вот такие фуражки с надписью Кронштадт. Ну и тельняшки. Тельняшки стандартные. Рюмашечки ВМФ. Я поспешу в кассе вокзала, билет попрошу. Это овраг, в который сбрасывалась вода с дока. Ну, такой масштаб не мелкий, я вам скажу. Тут действительно просто речище и очень глубокое. Но сейчас это какая-то речушка, лужица, вонючка. Здесь такая чугунная дорога, это целый чугун, такие чушки по 10 сантиметров толщиной. И вот они лежат, там 1800 какого-то там года. Это вроде бы Якорная площадь называется. Такой красивейший собор, вот такая брусчатка здесь каменная, но собор очень впечатляет, очень красивый, я таких не видел.
Естественно, все в золоте, так чисто в христианском стиле таком. Точнее, не в христианском, а в православном стиле. Потому что православие как-то очень любят золото. Сблизи, кстати, еще красивее. Смотрите, какая колонна, структура, все. А кирпичик напоминает, кстати, такой советский. Конечно, это не тот и не такой, но очень напоминает. Поэтому немножко, знаете, такой в голове диссонанс. А так реально круто. Вход бесплатный. Давайте зайдем внутрь и полюбуемся. Это действующая церковь. Все настоящее, не бутафория, но очень так красиво и необычно, я бы сказал. Я в церквях вот таких вот люстр, или как это правильно назвать, я таких нигде не видел. Гуляли по церкви, и возле нее сейчас мы пойдем в парк. Если устали, можно вот так присесть на лавочке. Цветами очень приятно пахнет, и вот с таким видом. Пока шли в парк, увидели такой мостик, вот захотели мы немножечко побродить по этому мостику. Ну это вот куда сливалась вот эта вода, где я показывал с доков. Это вот такой канал. Ну вот очередной адмирал. Памятников адмиралам тут очень много. Степан Осипович Макаров. Переходим эту чугунную дорогу и заходим в парк. На входе пушечка такая. Ну здесь уже и пушек, и всего на свете. Смотрите, какое все в позолоте. Дорого-богато. Цветочки. Ну красиво. Ухожено, красиво, выкрашено. Я бы сказал, усовременено даже. Освежили. Вон какая-то часовенька виднеется. Парк не маленький, мы его все равно обойти весь не успеем. Там бюсты всяких известных, там техника. Ну, может, даже пойдем технику сейчас немножко быстро посмотрим. Вот это меня заинтересовало, что это такое. Ну, это памятник доблестным подводникам Краснознаменного Балтийского флота. Ну, вот так вот сделано, в таком вот стиле. Ну вот, смотрите, как этот парк называется. Военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот» Западного военного округа. Нулевая миля. Вот такой якорь, вот такой камень, монумент. Идем смотреть технику. Экспонаты техники в Кронштадте. Кронштадт, кстати, это остров. Он когда-то принадлежал шведам. Ну и там тоже такие легенды, что шведы сидели, варили там что-то, какую-то кашу. Подплывает на лодочке Петр I. Все испугались и разбежались. Но это одна из легенд. Это рассказывал нам экскурсовод. И вообще, я повторюсь, тут все на легендах построено. Как там на самом деле это все было завоевано, толком непонятно. Возможно, часть информации я просто тупо проспал, потому что сутками ездишь и очень утомительно. Смотрите, сколько якорей. Прямо кучей. А винты. Смотрите, какие-то. Даже не знаю, что это. В общем, просто даже прогуляться между ними довольно-таки прикольно. Вот винты от двигателя. И якоря. Смотрите, они все разные, не повторяются. Аккуратненько выкрашены, вычищены. И вот нашли свое место в музее. Техника довольно-таки старая. Кстати, кое-где просматриваются и В, и Z. Для чего они это сделали, вообще непонятно. Если техника тут стоит давно, какое отношение имеет к теперешним вообще событиям, непонятно. Вот старинная тема, мне интересно. Смотрите, пушечка, ядра. Давайте к часовне этой поближе подойдем. Ну, интересно сделано. Но, если честно, такой себе парк. На выходе из парка опять вот эти чугунные чушки. Смотрите, как интересно они сделаны. Они сцеплены между собой, держат дорогу. И типа надежно,
Дорога надежная, но дорогая. У нас немножко свободного времени. Идем в гостиный двор. Тут куча всяких забегаловок, магазинчиков. В общем, перекусить. Вот такой фонтанчик нас встречает. И так сразу освежающе. Сейчас конец августа. Даже, как ни странно, в Питере довольно-таки не холодно, я бы сказал. Ну, по утрам только холодно, а так вроде даже неплохо. Ну, вот, смотрите, как это все устроено. Обеды, суши, пиццы, бургеры, всякие кебабы. В общем, куча всего. Можно комплексный обед взять. Заказали местную шаверму, классическую. Сейчас заценим. Вкуснее она, чем белорусская, извините. Ну вот, шаверма питерская. Очень даже вкусный. Соус обалденный, кстати. Распакую. Распаковочка. Вкусненько, вкусненько. Кронштадтская шаверма. Весь запас мин и торпед. Дальше советская история, конечно, умалчивает, что там произошло, а официально заявляется, при невыясненных обстоятельствах начался пожар. Мы прибыли в Петергоф. Посмотрите, какие красоты, золото-бриллианты. Вот это виды. Красивые фонтаны, красивый парк. Ох, и статуи, твои любимые статуи в золоте. Все выложено камнями, причем идешь и довольно комфортно идти, довольно ровно, кстати. Ну, как всегда, стиль выдержан оранжево-белый. Смотрите, какой балкончик. Ну, все в таком вот стиле, в принципе. У них прямо мода на такие цвета. Вот жена меня всю жизнь сюда звала, чтобы вот посмотреть на эти фонтаны. Интересно, это настоящее золото, что ли? Спускаемся в парк. Очень красивые фонтаны, очень много. И такие деревья в горшочках. Довольно прикольно. Но я вам скажу, как-то глаз прямо аж режет. Такая цыганщина, я бы сказал. Слишком уж много золота, как по мне. Если был мрамор, наверное, как-то приятнее было бы глазу. Но оно необычно прикольно, но это чисто мое мнение. Вот, смотрите, уже вид снизу. Необычно и красиво, конечно. Просто супер. Поближе оценим, это точно не золото. Это просто оно как бы покрашено или напылено. Вот видите, скол идет. Вот дядька с фиговым листочком нам спалил как бы контору. Ну, выглядит, конечно, божественно. Ничего не скажу. Еще бы окунуться туда, было бы вообще супер. Короче, пока у наших фотосессий, мы тут очень наслаждаемся видами. Как-то фотографироваться не очень любим, но посмотреть глазами, насладиться нам нравится. На заднем плане там церквушечка, тоже для царской семьи. Ну, такая церквушечка тоже вся в золоте. Тоже смотрится очень помпезно. И огромный парк, длиннющий, красивейший. Конечно, идейка такая масштабная. Фонтанами они, конечно, заморочились. Фонтанов тут просто куча фонтанов. Вот как ни иди, и везде фонтанчики встречаются. Причем, я смотрю, разрешают здесь торговать, хотя вход платный, но торговля тут не запрещена. Такие шавермы, напитки, морожки и так далее. В принципе, можно здесь, если проголодались, попить, поесть, не проблема. Вот, везде сплошные фонтаны. Сколько их здесь, одному богу известно. Народ облюбовал мостик. Ну, а вот с другой стороны такая аллейка. Аккуратненькие высаженные деревья. И там тоже, я смотрю, фонтан. И там, я смотрю, тоже фонтан. Вот почему люди на мостике столпились. Здесь очень хороший вид, кстати, очень. Фонтанов куча. Мостиков тоже немало. И
выход к Финскому заливу. Честно говоря, получается, это северная сторона и довольно-таки прохладный ветер. Нам предупреждали, что надо курточки одеть. И вот только здесь я ощутил, что в принципе действительно прохладно. Сейчас подойдем к Финскому заливу. Я люблю большой объем воды. Мне вот это мне по душе. Пляжик такой песчаный, народ тусит на лавочке. Ну, в тенечке и с северным ветром. Ну, такое себе удовольствие, конечно. Но это стоит посмотреть. Это реально красиво. Вот так мы пройдемся немножко по набережной и посмотрим, какие виды, а? В горизонт все уходит. По другую сторону берега тоже народ тусит, но там уже на солнышке они сели на камушках и греются. И даже в воду заходят, кстати. Вот хотим на ту сторону сейчас попасть. Пойдем сейчас по этому мостику пройдемся. Народ отдыхает на камушках, кто-то греет попки, а кто-то по холодной водичке гуляет. Вот сейчас мы с вами и... Вот я наступил, гуляю по Финскому заливу. Смотрите, какая красота. Вода, насколько я знаю, здесь полусоленая, полупресная, потому что Финский залив, это Балтийское море, это соленое, но оно омывается реками, Невой в частности. И поэтому вода тут такая полупресная. Ну, довольно мелко, кстати, такие, не знаю, дюны, как их правильно называют, коса, да. То глубже, то мельче, вон люди вообще ходят по пятку в воде. Кстати, немножко попробовал, вода пресная, соли вообще нет, буквально на язычок. На свой страх и риск, не знаю, насколько она тут ужасная для купания, хотя написано купаться запрещено. Но такой вполне себе пляж. Вода нормальная, в общем, вода пресная полностью. Вот так вот. Так что от Балтийского моря тут соли вообще никакой нет. Так что вот так мы гуляем и наслаждаемся. А что делать? Мы на отдыхе. Вообще в городе не рекомендуют вообще в Финский залив заходить. Ну там в принципе и подступов таких нет. А за городом люди, говорят, даже купаются, даже санатории здесь стоят. Ну не знаю, как именно здесь, но в принципе вот в этом заливе, в этой местности. Так что вполне себе, я думаю, купаться здесь можно было бы. Ну просто не хотят создавать массовость, чтобы люди тут... Следить же за всеми надо, а тут толпа приличная. Возвращались обратно и вот свернули в такую аллейку, и здесь тоже фонтан. Идем вдоль стриженных деревьев. Фонтанчик. Там голая тетечка, прикрыта тоже, наверное, фиговым листочком. Ну, традиционно в те времена только этим и прикрывались, только так и одевались. И вот по кругу такие беседочки. Ну да, я угадал. С листочечком. Смотрите. Ну тоже прикольный фонтан, кстати. Очень даже неплохо. Возвращаемся к исходной точке. Такие львы. Ну, я бы сказал, такие более детские. Опять вернулись к фонтанчикам. В общем, будем двигаться к выходу. Потому что уже скоро нас будет забирать автобус. Вот такие красавцы тут стоят. Заходите к нам фотографировать. Спасибо. Вот, смотрите. Вот. Отсюда тоже вид прикольный. На фоне солнца, правда. Зато этот терминатор уже лицом к нам. Вот уже на выходе рыночек стихийный такой, сувенирчики. Ну и буду на этом заканчивать. На сегодня экскурсии закончены. Вот на этой веселой ноте. Всем удачи. Пока.